Как разойтись с мужем мирно? Вот, например, вы уже решили, что точно хотите развод и точно хотите выйти из этих отношений, но сам процесс вас уже заранее пугает, потому что вы предполагаете, что эмоционально это будет тяжело, что будут неприятные сложные разговоры. Что же делать в этой ситуации? Дам несколько четких рекомендаций, прям по шагам. Делайте раз, два, три, и вам будет легче. Но при этом, пожалуйста, никогда не верьте, если кто-то говорит вам, что я вышла из отношений, у меня был развод, и это было вообще не сложно. Многие люди либо скрывают эту сложность, потому что им стыдно, неудобно, не хочется открыто признаваться другим в том, как душевно тяжело это было, либо сами не замечают этой сложности, потому что психика срабатывает так, что нужно защитить себя, заблокировать все свои сложные эмоции, чтобы не захлебнуться в прямом смысле слова от чувств, которые будут переполнять. И тогда человек смеется там, где на самом деле не смешно, использует сарказм и делает вид, что да нет, все-таки это было легко, ничего особенного. Подумаешь, прожили 10 лет вместе или даже год и разошлись. Ничего в этом сложного нет, не верьте. На самом деле это всегда сложно. Но, используя эти несколько шагов, вы сможете существенно облегчить себе этот процесс. Я психолог Наталья Корнеева. Вы на канале про отношения. Подписывайтесь, если еще не подписаны, и эта тема вам важна. И поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Первое, что я рекомендую вам сделать, это определите для себя очень четко и ясно, являетесь ли вы независимым финансово человеком. То есть, когда вы будете разводиться, после этого развода, вы будете финансово способны сами себя достаточно хорошо обеспечивать. Не будете ли вынуждены вы просить у мужа денег? Или ждать эти алименты, потому что без них никак не справиться, не прожить? Если в результате этого анализа вы поймете, что вы финансово независимы, вам станет легче только от этого осознания. Если вы поймете, что вы финансово зависимы, то, возможно, есть смысл не разводиться так быстро, а потратить какое-то время на формирование своей финансовой независимости, продумать заранее шаги, что я прямо сейчас могу начать делать, чтобы, когда мы разведемся, мне не нужно было просить у него денег. Второе. Определите, не являетесь ли вы эмоционально зависимы от мужа, не находитесь ли вы под его давлением, не будет ли такого, что вроде я все решила, ушла, а потом пришлось встретиться лично, или созвониться, чтобы решить, например, какой-то бумажный вопрос, или определиться по каким-то вопросам с общим ребенком. И он на вас где-то надавит или сманипулирует вами, а вы ведомая, вы эмоционально от него зависимая. Если вы замечаете эмоциональную зависимость, то не расстраивайтесь. Это тоже все трудности, через которые можно пройти. Просто подумайте заранее о том, чтобы у вас была возможность взять себе психолога, который сопроводит вам в этом процессе, будет для вас близким человеком, кто поможет вам эмоционально так сильно не залипать на манипуляции мужа или на его давление. Психологи бывают абсолютно разной ценовой категории. Можно и за 500 рублей найти практикующего человека, кто только начинает практику или еще учится. То есть разброс цен от и до абсолютно разный, и в принципе сегодня каждый может себе подобрать специалиста по финансовым возможностям. Для того, чтобы сопроводить вас через развод, никакие суперсложные навыки в этой работе не нужны. Нужен просто добрый человек, который готов будет вас выслушивать и помогать вам анализировать все то, что с вами происходит. И третий шаг, который обязательно нужно сделать, составьте себе четкий план по выходу из этих отношений, а именно: где и как вы будете жить? Продумайте это заранее. Вы разошлись, где вы живете? Остаетесь в том же жилье, где вы жили вместе? И согласен ли на это муж? И самое главное, а это справедливо, что вы там остаетесь? То есть это не в общем жилье, где он, в принципе, через год может передумать, прийти и сказать: слушай, а вообще-то половина квартиры моя. То есть лучше заранее все решить по-честному. Где вы будете жить? Как вы будете платить за это жилье? Как вы будете платить за коммуналку? Следующее, чем будет занято ваше свободное время. Потому что когда вы выйдете из отношений, вы будете чувствовать, что свободного времени стало существенно больше. И если вы будете как неприкаянная пытаться жить в том же ритме жизни, делая те же дела, что раньше, вы будете замечать эту пустоту, как будто кусочек вашей жизни вырвали, и там пустота. Эту пустоту надо будет чем-то заполнить новым. Вы, может быть, пойдете в школу танцев и будете заниматься какими-то танцами.
Может быть, вы хобби, которое давно хотели, наконец-то сможете делать. Или вы будете чаще встречаться с подругами. Или вы начнете гулять где-то, где раньше не гуляли, то есть тратить на прогулки больше времени. Обязательно продумайте это заранее. И самая важная деталь из этого видео. Продумайте заранее, что вам поможет после развода ощущать себя все еще привлекательной женщиной для мужчин. Что вам для этого нужно? Купить красивую одежду, сходить на маникюр, поменять стрижку и покрасить волосы как-то по-новому, похудеть. Что поможет вам чувствовать себя все еще привлекательной, независимо от возраста, потому что женщина может быть привлекательной для мужчин в любом возрасте. Даже бабушки в 60-70 лет иногда заново выходят замуж. Это возможно. Но для этого нужно чувствовать внутри себя, что я все еще могу быть желанной для мужчин. Это очень важно. Если у вас прямо сейчас есть мысли, что это может быть, поделитесь со мной в комментариях. Мне будет очень интересно прочитать ваши идеи. Как может женщина после выхода из развода, из отношений сохранять эту привлекательность? Что может помочь ей это чувствовать?